расколоть общество действительно возможно, но обещать не значит жениться. Специфика, наверное, женской психологии. То есть кажущиеся чувства выдавать за реальность. Вот тут, мол, золото везут, а надо его раздать трудовому народу. Трупов не найдено. Ни Колчака, ни Пепеляева. В 1926 году в недавно образованном Советском Союзе в свет вышла книга Владимира Обручева «Земля Санникова» и быстро стала одним из самых популярных культовых приключенческих романов. С первых же страниц книги читатель знакомится с неким морским офицером, который делает доклад об экспедиции к таинственной теплой земле в Северном Ледовитом океане. Имя этого офицера не называется, но его описание впечатляет. На кафедре находился морской офицер, совершивший смелое плавание в вельботе через Ледовитое море. Мужественное лицо докладчика, обветренное полярными непогодами, оставалось в полутени зеленого абажура лампы, освещавшей рукопись его доклада и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами. Вряд ли кто-то из миллионов советских школьников до дыр, зачитавших этот роман, мог себе представить, что на первой же странице он знакомится с врагом народа, контрреволюционером и одним из главных антигероев советской пропаганды Александром Колчаком. Удивительное совпадение, не правда ли? 7 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня смерти Александра Колчака. И сегодняшний выпуск программы «Час пик» мы решили посвятить судьбе этого человека. Сегодня в гостях у программы «Час пик» доктор исторических наук, специалист по истории Российской революции и Белого движения, автор множества книг на эту и другие тематики Василий Жанович Цветков. Здравствуйте. Добрый день, Василий Жанович. Ну что ж, сегодняшняя программа посвящена Александру Васильевичу Колчаку. Но я бы хотел начать не с него, а с вопроса несколько более общего. Вот у меня лично складывается ощущение, что сегодня российское общество, несмотря на то, что уже 100 лет прошло, тоже поделилось на тех, кто поддерживает белых и поддерживает красных. Вот столько споров вокруг этих мемориальных табличек и того же Колчака, и Маннергейма. Вот неужели спустя 100 лет эта рана так и не затянулась? Или, может быть, кто-то ее хочет разбередить? Как вы считаете? Вот скорее второе, потому что, на мой взгляд, пора уже заканчивать вот эти вот разделения, они совершенно бесперспективны. С научной точки зрения, я думаю, здесь, конечно, есть возможность всегда обсудить какие-то вопросы спорные там, о том же белом терроре, о красном терроре. Вот. Но переносить это все в область политики, текущей политики, я думаю, что у нас гораздо больше проблем существенных, которые нуждаются в таком совместном обсуждении, в национальном единстве, а не в национальном расколе. А вот если пытаться, как, кстати, вот было сказано, например, президентом еще в ноябре, как раз годовщина была революции 17 года, что переносить из прошлого вот эти вот расколы в современность, это и бесперспективно, и опасно. Потому что расколоть общество действительно возможно, и эта социальная проблема, она насущная достаточно. По разным признакам можно этот раскол проводить, по национальному, по религиозному, по социальному. Вот в данном случае мы видим вот такой как раз социальный момент, контекст. И самое, на мой взгляд, опасное, то, что вот за этой политической составляющей подчас пропадает как раз поиск истины в научной. Потому что берется уже какой-то определенный заданный штамп, ну в отношении Колчака, например, штамп, допустим, агент британской разведки, там, да, вот один из таких штампов, или там яркий представитель, там, не знаю, белого террора, да, военный преступник, там, и так далее. Вот. И вот за этим штампом уже вроде бы как и все, и на человеке этот штамп стоит, и это затрудняет объективный подход к проблеме. То же самое я могу сказать и про представителей советской власти, потому что штамп там Ленин, немецкий шпион, там, я не знаю, и так далее. Это не меньшая проблема для людей, для общества и для истории, тем более для исторической науки.
Да, ну или там то, что Тухачевский газом душил во время Антоновского восстания и так далее, и так далее. Но все-таки вопрос о героизации. Вот в 90-е годы был явный перегиб, да, в сторону героизации лидеров белого движения. Ну, они что же не без греха, понятно. Вот где вот эта грань? Перегиб был, безусловно, он и в какой-то степени сейчас остается, но я бы не сказал, что он был необъективен и, как говорится, можно было бы его избежать. Почему? Потому что до этого десятилетиями был однозначный совершенно перегиб в сторону красных, в сторону советской власти. И героика, которая начиналась там еще с 30-х годов, то есть абсолютное отсутствие каких бы то ни было изъянов в политике советской власти, да, до такого более или менее критического осмысления где-то в 70-е и 80-е, но по-прежнему, в общем-то, о белых не говорили как о представителях какой-то альтернативы там советской власти. Их просто жалели в лучшем случае. Говорили, ну вот там заблудшие какие-то души, русские офицеры несчастные, которые, вот, значит, не пойми за что воевали, да. И потом второй момент очень важный, это всплеск информационный, потому что огромный прорыв произошел, когда рассекречены были архивы 88-89 год, архивы русского зарубежья белого движения. И, конечно, вот это наложилось еще и на ситуацию 90-х, это наложилось вот на тот уже социальный раскол, о котором мы говорили, то есть вот эти богатые и бедные. И, опять же, получается достаточно порочная, на мой взгляд, ситуация, когда белыми называют там новых русских, но это совершенно не имеет никакого отношения. Там хрустобулочники появляются, всякие вот эти вот штампы тоже. Какие хрустобулочники, прошу прощения, когда Деникин, там, я не знаю, потом крепостного крестьянина, да? Нет, конечно, там были и князья, и графы, но они не составляли основы всего белого дела. А некоторые князья и графы и красным служили, типа фон Таубе. Вот именно, вот именно. И второй еще тоже вот этот вот момент, вот это социальная как бы поляризация и, может быть, не критическое отношение к источникам. Вот еще одна проблема. Потому что, вот, судя по тому, что стало публиковаться в 90-е, в 2000-е годы из эмигрантских как раз документов, из эмигрантских книг, это буквально вот один в один переносилось тоже на российскую действительность. Ну, та же самая масонская легенда, например. Откуда она взялась? Потому что замечательная была книга Берберовой переведена, переиздана, вернее, в России. И вот мы тут увидели целый список, там, огромный список масонов, который вот у нас там чуть ли вообще не через одного во всей политической элите России, там, начала 20 века. Насколько это соответствует действительности, опять же. Переиздали, когда книги, в которых там содержалась информация, что Ленин там немецкий шпион, и сразу народ начал, значит, там говорить, а вот смотрите, видите, вот в книгах написано. Критическое отношение к источнику, к историческому должно быть обязательно. Потому что если мы берем мемуары, если мы берем воспоминания, это одно. Это послезнание такое своеобразное. Если мы берем, допустим, документы конкретные, вот указывающие на то, что вот этот человек конкретно в том-то вот месте, в такого-то числа получал там деньги от немецкой разведки, тогда это другое. Но и фальсификаты, кстати, ведь тоже могут быть, что, собственно, как раз вот с этой идеей-то и произошло немецкой разведки Ленин, да, немецкий шпион. Вот. Поэтому критическое отношение к источнику, плюс, может быть, такое, ну, определенное временное расстояние, потому что действительно большое видится на расстоянии. То есть это тоже нужно учитывать. И в конце концов, я думаю, что этот маятник, вот, который, условно говоря, перешел в сторону идеализации белого движения, на сегодняшний момент он уже должен вернуться назад, то есть в некую серединную составляющую. Не в обратную, когда будет идеализация красных, да, а вот где-то посередине. То есть надо понять, что красные и белые – это часть российского, русского общества, расколотого. И вот как они раскололись, вот была вот линия раскола, да, значит, какая-то вот эта линия раскола, она, по идее, может и соединиться. Ну, идеализация красных, по-моему, началась, судя по тому, какая сейчас у нас сталинизация идет в обществе. Маятник колеблется, маятник колеблется. Но будем надеяться, что он остановится. Да. Итак, давайте перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Расскажите нам для начала, для непосвященных, может быть, для тех зрителей, кто подзабыл или не очень хорошо знаком с тем, кто же такой Александр Васильевич Колчак. Человек, судьба которого напрямую связана с Россией, но который был, может быть, незаслуженно забыт, и сейчас его имя вновь, да, и вновь звучит все чаще и чаще. Очень хорошо, что вот этот вопрос вообще возник. Почему? Потому что как раз Колчак фигура очень одиозная с точки зрения вот советской пропаганды, то есть это человек, на которого можно было навешать все всяческие грехи. И вот как раз открытие документов архивных, в том числе, кстати, вот те документы, которые продолжают вводиться в научный оборот,
Я бы здесь отметил, безусловно, достижение вот нашей исторической науки, то, что мы получили архив Колчака в большей его части, он возвращается сейчас в Россию, будет проведена презентация вот этих документов. Там, если уж не какой-то там на 180 градусов поворот будет в отношении к Александру Васильевичу, но очень многие оценки будут существенно скорректированы. Вот от тех, опять же, идеологических штампов, которые были свойственны там 30-40 лет назад. И Колчак еще почему важен? Потому что он вот действительно реальный и формальный, и фактический лидер белого дела. То есть по нему одному уже вот можно было бы судить о белом движении в России. Вы так его одного выделяете как лидера, а как же, допустим, Антон Иванович Деникин или Очень просто, Врангель? потому что нужно учитывать очень важный факт. Это признание всеми белыми генералами власти Колчака. По сути, это не просто признание формальное, то есть, что вот мы там подчиняемся ему и все. Это еще и признание общности политических программ. И это очень хорошо прослеживается на уровне, допустим, аграрного законодательства, на уровне вопроса о том, какая будет Россия с точки зрения национального там вопроса, решения его, о том, каким образом должны проходить выборы там в учредительное собрание, будущее, новое учредительное собрание в случае победы в гражданской войне. Ну и вплоть до того, что вот даже вот эти попытки координировать боевые действия, которые предпринимались в течение 2019 года, в частности, это тоже свидетельство того, что это единый белый лагерь. Он, может быть, территориально не был един, но идейно, идеологически, тут Ленин абсолютно прав. Это все, вот, условно говоря, контрреволюция, это все враги советской власти. Вот на этой общей платформе лидер Колчак, безусловно, он становится вот тем, может быть, камертоном, по которому шла уже политическая программа, во всяком случае, до начала 2020 года точно. Ну, до Врангеля. Потом Врангель уже как бы вот там другой период, другой этап гражданской войны, это следующая проблема. завершающий, да. Конечно. Но тут, кстати, вы говорили, уже упомянули о связи Колчака с британским, о возможной связи, будем так Агент говорить. британской разведки. Да. Но, собственно говоря, британцы его в 18 году и вернули. Если я правильно помню, в 17 году, когда свершилась февральская революция, на тот момент он был главой Черноморского флота, и летом 17-го он, по-моему, уехал. Да, в Великобританию. И вернулся уже через год. Посложнее немножко ситуация. Значит, вот смотрите, что там происходило конкретно. Ну, то, что Колчак не был таким ортодоксально консервативным монархистом, это очевидно. Совершенно, потому что, начиная уже, наверное, вот после русско-японской войны, если не раньше, он, как и очень-очень многие военные, видел изъяны той, в том числе военной политики, которую проводило правительство. И, конечно, у него, может быть, не было критического отношения к личности самого государя, самого Николая II, но у него, безусловно, было критическое отношение к министрам, ко многим, к разным там политическим вот и военным ошибкам, которые были допущены, в том числе в русско-японской войне. Поэтому приход к власти Временного правительства, вот 17-й год, Колчак воспринял прежде всего с точки зрения возможности продолжения войны. Вот если, ну, собственно, как государь-то и писал в своем манифесте об отречении, если ради победы над врагом необходима смена политического строя, то это вполне адекватная цена. Но ведь он тогда не ответил на этот телефон, на телефонный звонок, да, по поводу, когда начальники фронтов должны были согласиться с отречением, когда Алексеев... А вот в работе Зырянова, как раз очень классическая работа, считается «Адмирал Колчак. В жизни замечательных людей», в серии она вышла. Там, на мой взгляд, очень точно приводится причина, почему он этого не делал. Во-первых, потому что его специально, лично его об этом не спрашивали. А во-вторых, потому что в оперативном отношении он подчинялся великому князю Николаю Николаевичу, который командовал Кавказским фронтом, верховный главнокомандующий Кавказским фронтом, у него были в подчинении и Юденич, и Колчак. Вот. И здесь уже как бы позиция Николая Николаевича, она объясняла многое. А Николай Николаевич, он за отречение-то высказался, как известно. Вот. Надеясь, видимо, вернуть себе пост верховного главнокомандующего. Ну, не без этого, да. А с другой стороны, вот действительно мы видим, что он приводит к присяге Черноморский флот. Но в тогдашней ситуации, ну, за исключением, я не знаю, единиц каких-то, вот типа графа Келлера, ну, практически все военачальники поддержали и присягнули Временное правительство именно с точки зрения того, что это необходимо для продолжения войны с немцами. Не потому, что это вот там Временное правительство такое хорошее, а потому, что оно не отказывается от продолжения войны. Война будет продолжаться.
И дальше более или менее неплохие отношения у него сложились и с командами флотскими, матросами. Да, вот там фильм «Адмирал», конечно, критиковали очень часто и за разные там ляпы так называемые. Но что касается, допустим, того, как показаны там отношения матросов к Колчаку, вот первые месяцы после прихода к власти Временного правительства, там нет, пожалуй, передержек каких бы то ни было. Конфликты начались с лета 17-го. Это знаменитый вот его жест, это палаш золотой, который он выбрасывает, да, в знак отказа от того, что вот нужно сдать оружие офицерам. И после этого вот это уже конфликт не столько, может быть, с самими матросами, сколько с местными советами. Потому что местные советы в нем совершенно закономерно увидели контрреволюционера. Об этом пошли сообщения в Питер Керенскому. И сдав должность командующего Черноморским флотом, вот по сути из-за этого, Колчак приезжает в Петроград, приезжает уже в морское министерство и ждет там, условно говоря, каких-то новых назначений. Но вот тут вмешивается очень важный один нюанс. То, что Колчак сближается и с теми недовольными уже Временным правительством политиками военными, это прежде всего кадетская партия, это бывшие октябристы, это бывшие монархисты даже, которые его начинают, как Корнилова потом, выдвигать немножко в качестве вот этого лидера, лица. вот этой твердой руки, вот, скажем так. Потому что Временное правительство, у него кризисы постоянные, вот Львов в отставку ушел, Керенский стал главой, но немногим лучше, тоже демагогии много, слов много, а толку мало. Главное, уговаривающий. Да. Вот. И это считается одной из таких, может быть, самых важных причин, почему просто Колчака отправили в командировку подальше. Это была служебная командировка? Это была совершенно четко служебная командировка. Причем он не один туда поехал, он поехал в составе делегации. В Англии он вообще-то не собирался оставаться. В Англии он был проездом. То есть основная цель делегации была Америка, Соединенные Штаты. И вот туда они и поехали. Ну, он был проездом через Лондон, там встречался с адмиралом Джеллико, в частности. Вообще англичанам он симпатизировал, это безусловно тоже. Ни в коем случае нельзя, вот если говорить там о градации какой-то, да, вот отношения к иностранным государствам, то по степени предпочтений для него на первом месте, конечно, Англия была. А на одном из последних, кстати, была Япония. И вот, оказавшись уже в Америке, а в Америке он оказался тоже отнюдь не по каким-то там масонским связям и так далее, по разведывательным и прочим, вот, а он действительно с полным основанием и с полной уверенностью в том, что он сможет что-то там сделать полезное, поехал инспектировать американский флот на предмет возможных каких-то боевых действий, участия Америки в флота американского в боевых действиях в Европе. А надо сказать, что американский флот на тот момент очень слабый. Он вообще никакого опыта боевого у них, ну, кроме испано-американской войны, там, ну, испанский флот тоже был не самым сильным, у них не было. Вот. И поэтому, естественно, нужны были люди, которые могли бы вот проконсультировать, в том числе там, и по минным заграждениям там, и так далее. Флот мощный, да, много там линкоров, но, как говорится, вот командование еще нужно для того, чтобы этот мощный флот как-то задействовать. Толку мало. Да. Вот. И, будучи в Америке уже, у него, вот, наверное, происходит такой своеобразный отрыв от России, хотя вот сейчас как раз готовится к выпуску двухтомник документов, посвященных Колчаку. И третий том готовили, может быть, он тоже выйдет, это как раз будет на материалах архива, который вот из парижского, который приедет в Россию. И вот там, например, есть очень интересный документ, который свидетельствует о том, что Колчак дает свое согласие на участие в выборах учительное собрание всероссийское по списку кадетской партии. То есть вот и кадеты тут у нас, так сказать. Близость Колчака с кадетами. То есть он не исключает, естественно, того, что он вернется в Россию и будет сидеть в этом самом учредительном собрании. Да, такое вот военная армия уже у нас стала не вне политики, а в политике. Но все ломается, все происходит после того, как он уезжает из Америки в Японию. Он как раз должен был через Японию, уже через Дальний Восток вернуться в Россию. И как раз вот на момент переезда он получает известие о том, что большевики пришли к власти. И по всему судя, декрет о мире, он не оставляет каких бы то ни было других перспектив, как вот будет заключен мир с немцами. Значит, Россия из войны выходит. Явно на ужасных для нас условиях. Ну, какие уж там были условия, может быть, то еще пока Колчак не знал, потому что был ноябрь. Догадываться можно было, да, видимо, судя по состоянию нашей армии и флота. Ноябрь-декабрь. И что это означает не только для него, а для очень-очень многих военных? Это означает не просто то, что у него вот карьера, как говорится, все, закончилась. Это означает то, что он просто может остаться безработным.
элементарно безработным. То есть человек, у которого все-таки там семья, он не разводился, ничего, там это отдельная тема вообще его личная жизнь, да. Вот, это человек, который, ну, в общем-то, имеет там имущество какое-то, да. И вот все это в одночасье у него уже может исчезнуть. И он как военный, вот где он может предложить свои услуги? Советской власти? Большой вопрос, она воспользуется ли его услугами или нет, потому что на нем вот этот штамп контрреволюционера еще с июньских дней 1917 года. Второй момент – это то, что до него доходит сведения, действительно реальные, совершенно реальные сведения, о том, что в Месопотамии, Персидский фронт, вот та часть, небольшая часть Кавказского фронта продолжает боевые действия вместе с англичанами. Это, в частности, отряд генерала Баратова, это Бичерахов, который потом у нас в Баку вот окажется тоже, кубанские и терские казаки. И часть Каспийской флотилии. Ну вот вроде бы вот какая-то вот русская воинская часть существует, да? Но все-таки статус, так сказать, идти рядовым, прям буквально, да, туда, как-то, может быть, не очень ему перспективен, поэтому он совершенно логично предлагает свои услуги как военного специалиста британскому адмиралтейству. И британское адмиралтейство обещает его взять на службу. Но обещать не значит жениться. Вот это замечательная пословица, нужно всегда держать в голове. Потому что когда вот, почему сейчас считают его, собственно, о том, что он там на английскую службу поступил, вот он писал об этом в письме Тимиревой. В архиве сохранилось это письмо, в кавычках, Тимиревой. Вообще это на самом деле не письмо, это скорее дневник его. Я прошу прощения, в двух словах скажите, кто такая Тимирева и какое она отношение имеет к самому Колчаку? Тимирева личность очень интересная, замечательная, потому что действительно это его подруга, это супруга его тоже сослуживца Тимирева. Ну вот тот роман, который у них начался, и который сказать... в сериале очень неплохо показан. Да, в сериале это просто центральная вообще линия всего сериала. Опять же, вот на мой взгляд, тут очень много передержек и преувеличений. Почему? Потому что вот с точки зрения Тимирева и с точки зрения его отношений с женой, это была измена. Конечно. Я не могу сказать вот стопроцентно, что у них были какие-то интимные отношения. В начале 20 века все-таки это немножко другая среда, это не нынешние, так сказать, отношения, да, вот, мужчин и женщин. В тот период достаточно широко распространены были вот такие сугубо платонические отношения. То есть она могла ему писать письма, она им восхищалась, он тоже ей писал письма, вот это все восхищение, но дальше этого, как говорится, дело не идет. Любовь по переписке. Да. И, тем не менее, Тимирев, в общем-то, посчитал, что это измена, и они развелись. Сам же Колчак не собирался разводиться, никоим образом не собирался разводиться со своей супругой. И сын у него, и вот эта вот переписка, которая как раз вот сейчас она возвращается уже в Москву, она свидетельствует о том, что он буквально до последних недель вот своего пребывания в Омске он с ними поддерживал очень теплые отношения, и намека даже какого-то на то, что вот там Софья ему там в чем-то его обвиняет, или он там Софью как-то вот перестает. Его жена, да, Амирова. Вот нет, мы не найдем там. Наоборот, всячески здесь вот эта вот идея такая идет, что вот я по вам скучаю, я там благословляю своего сына, Славушок там он его называет, Ростислав. Вот. Но это вот, я к чему все это говорю? Я это говорю к тому, что вот якобы существующие письма Тимиревой, это так называемый вот блокнот, да, в котором карандашом Колчак просто пишет не отправленные, по сути, письма. Он обращается к Тимиреву, это мысли, которые он записывает на теплоходе, который плывет из Японии уже в Сингапур, но он их так не отправил. Вот это, кстати, тоже важный нюанс такой. А потом они уже вместе с другими его бумагами, они попали, ну, после пленения, они попали в наш архив, и вот на основании этого якобы там вот существует такое, что он писал о том, что вот он решил перейти на британскую службу. Но он и на допросе-то об этом говорил, когда его допрашивали в Иркутске, в полицентре, он совершенно четко сказал: да, я собирался перейти, да, мне обещали, но переход как таковой не состоялся. Колчак, он не профессиональный разведчик, ни в коем случае, он профессиональный военный, профессиональный моряк. Морское училище за плечами. Да, к разведке он никакого отношения не имел в своем послужном списке вообще никогда.
То есть, И по характеру, ну какой он разведчик? Прямой, как вот палка. именно, вот именно. Вот поэтому тут вот эта вот его идея, так сказать, британской службы, идея британского шпионажа, она очень надумана, очень натянута. Потому что если мы говорим, что это британская разведка, и он там агент британской разведки, то надо понимать, что агент – это агент. Это вот именно человек, который получает деньги, который состоит, у которого там своя какая-то кличка, я не знаю, зашифрованная. Может быть, я не знаю, когда-нибудь, там, через там, энное количество лет, вдруг там найдется какой-нибудь документ в архивах там, британской разведки. Но пока вот на сегодняшний день уже 100 лет прошло, больше 100 лет прошло, мы ничего не можем найти. И по имеющимся вот каким-то вот таким, условно говоря, косвенным свидетельствам этого не было. Англичане, я еще раз это отмечу, они были заинтересованы в Колчаке как возможном проводнике вот этой вот антибольшевистской линии сопротивления в России вообще и в Сибири, на Дальнем Востоке в частности. К триумфальному возвращению Колчака в 18 году в Россию уже в качестве верховного правителя мы вернемся, а пока вы несколько раз упомянули вот этот архив. Да? Я читал, что еще в ноябре прошлого года, во многих СМИ эта новость проходила, возвращает этот архив, вот цитата: «Среди выставленных лотов паспорт Колчака, наградной лист ордена Святого Георгия 4 степени и переписка адмирала с супругой. Именно эти личные письма представляют для истории особый интерес». Известно, что в этих письмах? Это же вот не те записки Тимиревой, нет, это же для Софьи именно письма. Нет. Да, кстати, вот если сравнивать вообще объем переписки, ну, правда, тут, конечно, нюанс тот, что с Тимиревой все-таки они вместе и были в Омске. Вот. Но вообще вот объем переписки, который он вел с женой, с сыном, там вот, просил тоже ему передать какие-то сведения, и с Тимиревой, то это вот в разы больше семейная переписка, чем переписка вот с любовницей, условно говоря. Да? Опять же, чтобы, может быть, закончить вот эту линию личной жизни, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Тимирева в него была влюблена гораздо больше, чем он там в Тимиреву. Вот так. И, может быть, в силу вот такой женской психологии это означало то, что Тимирева и в своих потом воспоминаниях, и в своих вот этих частных беседах, и в каких-то своих письмах, она постоянно говорит о том, что вот у нас там чувство, я его люблю, и вот моя любовь, как бы, да, вот со стороны Тимиревой, это достаточная гарантия для того, что он меня любит тоже. Но ведь это ведь не факт. Это же, как говорится, мы не можем утверждать, что там была прям такая обоюдная, пылкая, глубочайшая страсть. Нет. Здесь, скорее всего, было то, что он просто, ну, как бы вот Тимиревой относился положительно как-то, да, может быть, даже в какой-то степени опасался того, что она в силу своей такой пылкой страсти что-нибудь с ней там еще, не дай бог, произойдет. Делов натворит. Вот. Я не хочу ни в коем случае там упрекать Тимиреву, но это просто вот специфика, наверное, женской психологии. То есть кажущиеся чувства выдавать за реальность, за действительность. Ну, в двух словах о ее судьбе я не могу не позволить себе рассказать об одном поразившем меня эпизоде. Я буквально недавно узнал, что в фильме «Бриллиантовая рука», культовой советской комедии, Анна Васильевна Тимирева снялась в маленькой эпизодической роли. Она сыграла роль дворничихи, у нее там всего лишь одна фраза. Но меня это поразило. Любовница Колчака и актриса, пусть и с маленькой ролью, но в Советском Союзе. Как сложилась судьба удивительная судьба этой женщины? Замечательный, кстати, вот этот эпизод, я думаю, очень многим известный, да. Вообще, конечно, вот если говорить о том, как она сотрудничала с нашим там советским кинематографом, она консультировала Бондарчука, как раз вот фильмы его исторические, в том числе «Война и мир». Ну, это важный момент. Почему? Потому что, репрессии конечно, стороной прошли. Да, естественно, это нужно было вот показать, что человек там как бы вот из того мира, из прошлого мира. А вот что касается репрессий, то здесь вот репрессии-то ее не обошли вот так совсем, потому что репрессии были и по отношению к ней лично, и по отношению к вообще тем людям, которые вот с Колчаком в какой-то степени были. В принципе, здесь, наверное, не столько важно было то, какой она там имела официальный и неофициальный статус, там, да, жены, не жены, естественно, не жены, конечно, Колчака, сколько то, что это действительно было ближайшее окружение адмирала, потому что там под маховик репрессий попадали очень-очень многие, и люди, которые даже никаких должностей не занимали. Просто вот оказались в этот момент вот в Белом Омске, условно говоря, это уже было причиной там, для того, чтобы им не доверять. Ведь была же замечательная графа в анкетах во всех, и довольно долго она сохранялась, это служил ли в белых армиях. То есть вот при поступлении на работу ты должен был обязательно про это писать. И тут уже, если ты скрывал, это уже повод для того, чтобы против тебя начинали уголовное дело.
А если ты писал правду, то тебя просто не брали на работу. Ну, это уже другой вопрос, да. И все-таки по поводу архива. Что же в этих письмах? Вот когда... почему с таким трепетом ждут этот архив у нас в стране, и что надеются там найти? Там очень интересно вот то, что сканы давались этих писем, да, вот перед аукционом, там выложены были в интернете сканы этих писем. Аукцион? То есть это все продавалось за большие Да, деньги? ну конечно, конечно. А Вот известна цена примерная хотя бы? очень большая цена, Да? почти 3 миллиона евро. Уху. Вот так. Ну, тут не государственные деньги, это точно совершенно. Там, в общем-то, как раз частный бизнес, к чему как раз наш министр культуры Мединский призывал. Бывший вот, уже. Ну, получается, да. Вот, и, по сути, это так и произошло. Что не пришло, там, ну, я понимаю, там, видимо, какие-то просто личные вещи, не столько, может быть, ценные с точки зрения исторической, сколько просто с точки зрения бытовой. Ну, как известно, русский антиквариат, он вообще достаточно высоко ценится на Западе. Вот. Что касается вот этих писем, что касается других документов, которые в этом архиве есть. Во-первых, там несколько таких сугубо политических документов, декларация, в частности, правительственная, переписка с представителями иностранных государств, с представителями наших посольств российских за границей. И вообще вот эта вот частная переписка, просто как исторический источник, я вот хотел бы отметить, именно не воспоминания постфактум, там, написанные там, через энное количество времени, а вот переписка того времени, тогдашняя. Это очень важный исторический источник. Почему? Потому что он позволяет представить подноготную, вот эту оборотную сторону очень многих принимаемых решений. Потому что когда мы видим декларацию какую-то правительственную, это одно. А когда мы видим, в каких условиях эта декларация создавалась, что хотели сказать, что не хотели сказать, вот это уже гораздо более информативно. И применительно к переписке с супругой, там очень много таких вот как раз рассуждений о смысле конфликта, в общем-то, вот его, в частности, с Временным правительством. Почему он собирался и так и не перешел на британскую службу. Об этом там он тоже очень много пишет. Вот. Гораздо больше, чем вот в этом так называемом письме к Тимиревой. Другой момент – это его просто самоосознание, даже вот так лучше сказать, его роли как верховного правителя. Там достаточно интересно есть такие, в общем, рассуждения, что вот супруга, находясь в Париже, она себя представляет, ну, как первая леди государства, да? Ну, потому что, понятно, да? Верховный правитель России, она жена, да? Это, кстати, к вопросу о том, там, собирались ли они разводиться, да? Еще один укрепляющий, так сказать, союз фактор, да? Кто же разведется-то с верховным правителем? Вот, и, видимо, там, ну, какие-то, может быть, она надеялась, расходы, какие-то траты, там, вот, связанные с этим статусом. И Колчак ей в одном из писем, в общем, пишет, что ты совершенно напрасно считаешь, что вот у тебя там этот статус, и это налагает там на тебя какие-то вот прям привилегии, какие-то льготы тебе дает. Вот примерно такое содержание его ответа. Вот, и ты должна понять, что для меня положение верховного правителя это временное. Я только всего лишь командую армиями, которые вот ведут там порядок, закончить гражданскую войну. Что будет после этого? Буду ли я там президентом, там, не знаю, кем-то еще? То есть такой подтекст, как бы, да, вот в этом письме. Это неизвестно. И, в общем, ты, грубо говоря, не надейся там, на то, что тебе удастся там стать и остаться первой леди там, на долгие-долгие годы. То есть его амбиции, они не шли дальше командования конкретного военного? Вообще, надо сказать, что он не очень-то амбициозный, в принципе, человек, Колчак. Да? Ну, честолюбие, свойственное военным вообще. Да? Ну, плохо тот, как говорится, солдат, который не мечтает стать генералом. Это, безусловно, у него было. Но вот любой ценой там как-то вот прийти к власти, там удержаться у власти там, и так далее, вот этого в нем не было. Причем этого не было и на уровне, когда он там был в русско-японской войне, там сослуживцы отмечают. Опять же, вот в этом двухтомнике, который сейчас выйдет из печати, об этом там речь идет. Характеристики какие? Что вот очень резкий, очень раздражительный, очень непредсказуемый, вспыльчивый, это да, это и в 18-19 году тоже было с лихвой, как говорится. Карандаши ломал и перочинным ножиком там рукоятку стула своего там изрезал все. Да, есть такие свидетельства. Не знаю, где этот стул там хранится сейчас, может быть, в Омске остался, может быть, нет. Но, в общем, вот он там его резал. Нервно. Нервные срывы были, да, вот. Но не честолюбивый, не одержимый вот идеей власти какой-то там любой ценой. Вот в
этом смысле, наверное, может быть, в чем-то его роднит с Деникиным. Тоже вот такая некая психологическая общность. Потому что, когда Деникин ушел в отставку, да, передал Врангелю без всяких там вообще каких-то попыток остаться у власти. Также и Колчак тоже, ну, когда он понял уже, что все, так сказать, невозможно оставаться верховным правителем, он спокойно передает полномочия Деникину как верховному правителю, а Семенову, атаману, которым у него были очень сложные отношения. Но, тем не менее, он его делает фактически главой всего Дальнего Востока. Вот, политическим ему... или военная же власть оставалась у Капеля? Глава войск российской восточной окраины. Там вот такой был как бы статус. Но, по сути, это был и политический тоже глава, потому что военное положение, при военном положении всегда власть военная выше, чем власть гражданская. Вот. Ну и, наверное, это вот тоже важная черта его характера. Какая-то, может быть, определенная обреченность. Кстати, очень глубокая религиозность. Очень глубокая религиозность. Вот для нас, может быть, это не совсем понятно даже сейчас. Это еще один штрих, почему все-таки вот действительно он при всех там каких-то, я не знаю, симпатиях, антипатиях Тимиревой никоим образом не собирался разводиться с супругой. Вот. Он был даже священником, вот тоже интересный документ есть в этом двухтомнике, он выполнял обязанности священника, как буквально там вот написано, в экспедиции барона Толя. Это вот как раз та, что в земле Санникова описано. Да, вот той самой. Ну, вот зная молитвы, видимо, там вот он как раз, может быть, что-то там и говорил. Ну, не как священник, требовать он там не мог, естественно, выполнять, да, он не имел сана, но вот, видимо, какие-то вот такие вот, может быть, выполнял функции. А потом уже, вот, будучи в Омске, сохранилась его переписка, правда, очень ограниченная. Священномученик архиепископ Сильвестр Альшевский. Это глава вообще всей церковной власти, архиепископ Омский, церковной властью Колчака. Скорее всего, он был его духовником, и там, ну, очень много таких вот как бы рассуждений о том, что вот эта борьба с большевиками, борьба с советской властью, это не борьба там с политикой, это борьба как крестовый поход. То есть вот примерно так. И движение крестоносцев там вот как раз создавалось осенью 19 года, тоже очень интересный факт. И Колчак неоднократно это подчеркивал в своих воззваниях, то, что мы ведем вот священную войну, священную борьбу. Дружина, как святая дружина. Дружина Святого Креста. Святого Креста называется. Святого Креста и Зеленого Знамени, потому что тут и мусульмане тоже шли. Это были христианско-мусульманские отряды из сибирских татар, вот, с одной стороны, и с другой стороны, вот те беженцы, которые там оказались в Сибири в большом количестве, вот они шли в эти дружины. Нашивали крест белый, прямо у них был белый крест нашитый на форме. И вот крестоносцы, вот их так и называли. Я читал, что там это отличалось от обычных армейских условий тем, что офицеры и рядовые жили в одинаковых условиях, питались из одного котла и так далее. То есть такая да, именно у них и это, была. У них и там обращение брат-офицер, брат-поручик. Как с Чехова, кстати, немножко скопировано, может быть. У чехов это было, в чехкорпусе у них тоже брат-генерал, брат-поручик. Но это чешский такой вот уклон. А в данном случае, в данном контексте это тоже воспринималось вполне естественно, потому что у них братство, у них общность вот такая вот, да, религиозная. Ну, правда, таких все-таки немного было дружин, где-то по известным сведениям, это где-то порядка 6-7 тысяч человек удалось набрать. Конечно, это мало, но нужно учитывать, что это уже конец вообще вот омского периода, это осень 19 года, и там просто уже аппарат мобилизационный был не настолько сильный. Ленивый только не говорил о теме золота Колчака. В Иркутске у Байкала ходят всякие экскурсии, найди золото и так далее, и так далее. Но меня не столько интересует вопрос с золотом, который лежит или не лежит на дне Байкала, сколько с причастностью Японии к этой истории. В 1996 году с трибуны Российской Государственной Думы прозвучал призыв. У нас есть все необходимые документы, чтобы потребовать у Японии возврат нашего золота. Выступающий, его имя не называлось, апеллировал, в статье, из которой я это взял, апеллировал к документам, а именно к 2 русско-японским финансовым соглашениям, подписанным в октябре 2019 года, как раз на излете. В них говорилось о представлении правительству Колчака кредитов 50 миллионов йен для изготовления винтовок под залог 60 тонн золота. Да. Винтовок нет, золото у японцев? Да, совершенно верно. Значит, эта сделка сама по себе достаточно интересна. Я немножко просто предысторию расскажу. Ну, поскольку был в распоряжении Колчака частично был золотой запас, то есть ни в коем случае нельзя говорить, что он там весь у него оказался, часть была и оставалась в Москве.
вот, и у Совнаркома. А порядка, как Капель писал в телеграмме, значит, из Казани, когда произошел захват вот этого золотого запаса, порядка 650 миллионов золотых рублей, но на самом деле, если быть более точным, там 645 миллионов. Что с ними делать? Значит, примерно до лета 2019 года Колчак стоял на позиции совершенно вот железной, жесткой, что золотой запас неприкосновенен, что нельзя там ни рубля не истратить, и надо каким-то образом там собственными средствами выходить из финансового кризиса. А финансовый кризис был, естественно, инфляция очень большая, рост цен, вот, и обесценивание зарплаты и так далее, сопутствующие этому признаки. Вот, но, наверное, побудило его к тому, что все-таки нужно каким-то образом золотой запас использовать, прежде всего положение его, условно говоря, сателлитов. Это Деникин, это Юденич и Миллер. Почему? Потому что у них-то вообще золота никакого нет. А им как оплачивать поставки? Им как оплачивать те же самые, допустим, танки, там, шинели, там, орудия артиллерийские, которые из Англии они поступают. Это же не безвозмездный подарок Черчилля, да, как у нас иногда в советской пропаганде говорили, что вот там Уинстон Черчилль взял и подарил от широты души своей, да. Вот. Нет, ничего подобного. Это либо уже проплаченные поставки, которые были еще во время Первой мировой войны, в частности, тоже русским золотом проплаченные, либо поставьте в кредит. А кредит потом надо тоже возвращать. И, естественно, не рублями, не колокольчиками деникинскими, никто их не возьмет. Нужна валюта. Откуда валюту взять? Значит, большой был спрос на золото после Первой мировой войны. Естественно, здесь как раз американцы этим воспользовались, вот увеличили свой золотой запас. И министры финансов колчаковские, они предлагали вот все-таки решиться на то, что какую-то часть, естественно, не весь, но какую-то часть золотого запаса можно будет использовать вот для оплаты этих самых поставок. Прежде всего Деникину, Юденичу, Миллеру, а потом уже и нам тоже, потому что в Сибири, ну что, вот у них, например, очень серьезные были проблемы, ладно, там вооружение, это само собой, да, но были серьезные проблемы с Транссибом. Ремонт паровозов, ремонт вагонов. Нет же ни одного железнодорожного завода. Откуда взять износ подвижного состава? Значит, у американцев надо паровозы закупать. Еще одна проблема, вот тоже на нее почему-то не обращают внимания, это медикаменты. Медикаменты, где в Сибири там фармацевтические фабрики на тот момент были. Ну нет, конечно, там кедровое масло хорошее, но для солдат на фронте нужен йод, нужен бинт, нужны там, я не знаю, какие-то лекарства. Это тоже нужно покупать все. Спирт хотя бы. Спирт, естественно, да. Ну ладно, там как-то можно, допустим, проблему эту решить в малом масштабе. А если армия растет, если увеличивается количество там чиновников тех же самых, да? А сколько максимум ну, был у него человек в подчинении? У него, по вопросу об армии, ну, максимальный численный такой вот, условно говоря, фронтовой состав, который именно на фронте, я не считаю тыл, потому что в тыл там интересная вообще статистика, там чуть ли не до миллиона доходила. А так реально где-то, ну, 130, 150, 200 тысяч человек. Для гражданской войны, кстати, это не такая маленькая цифра, потому что вообще сама по себе гражданская война — это масштабы гораздо меньше, чем Первая мировая. Встает вопрос, вот как это все, так сказать, снабжать? И еще один, может быть, тоже очень важный вопрос – это стабильность сибирских денег. Ну, нельзя их печатать до бесконечности, нельзя их обеспечивать только, там, я не знаю, сибирским зерном и маслом, которого, конечно, много, но недостаточно для того, чтобы эта валюта сибирская, вот эти рубли, они котировались наравне там с другой валютой на биржах каких-нибудь, да, на токийской бирже, на той же самой, шанхайской бирже. Они очень-очень на низком курсе стояли. Даже Владивостокская биржа, и то она собственные свои же деньги, так сказать, сибирские, она тоже их опускала, очень-очень низкий был курс. Значит, тоже, может быть, вот подвести под этот сибирский рубль вот этот золотой эквивалент, чтобы он вырос. Ну и в конце концов решились на продажу золота. И пошли, сначала шла именно продажа. То есть июнь, июль, август около 10 тысяч пудов золота перевезли из Омска в Владивосток. Пуд вот это сколько? Около 10 тысяч пудов. Пуд это сколько, чтобы в килограмм? 16 килограмм. Ну, примерно 16 килограмм. Вот. И почему в пудах? Потому что это были слитки. Это были не деньги. Это нужно было еще выяснить, какая котировка золота. Соответственно, тогда уже можно было под рубль какой-то. 160 тонн перевести. Примерно. Ну да, наверное, так. Перевезли. Вот, кстати, как раз, когда перевозили через Маньчжурию, вот там вот и произошел инцидент с Семеновым, который перехватил как раз часть эшелонов, которые везли вот это золото из Омска в Владивосток. И так и не хотел его отдать. И вот та часть золотого запаса, которая оказалась в Владивостоке, ее сначала продавали,
Но, как выяснилось, не очень выгодно. То есть потом уже провели как бы анализ с котировками там, европейских рынков. Показали, что себе в убыток золото. Лишаемся золота, по сути. Да? Тогда решили провести залоговую операцию. То есть золото отправляется в кассы, в погреба Шанхайского и Якогамского банков. Выдается под это дело онкольный счет. Онкольный счет, выше которого определенные суммы снять нельзя. То есть это тоже вот не очень выгодно, но это лучше, чем вообще ничего. Вот. И вот с этого онкольного счета на него поступает валюта в иенах, в фунтах стерлингов, в долларах, в американских и так далее. В общем, посчитали, что это где-то порядка 120 миллионов золотых рублей получилось у нас после реализации вот этой вот части золотого запаса. И под них должны идти поставки оружия, должны идти, в частности, танки. В Сибири их не было, в отличие от юга. Вот у Деникина были танки английские, а у Колчака-то ведь не было. Шинели, медикаменты, оборудование для Транссиба. То есть вот это вот все то, что требовалось то, чем для Сибири. Да. То, в чем это была непосредственная нужда. И порядка, если не ошибаюсь, 100 тысяч винтовок и порядка 50 миллионов патронов. То есть это тоже вот должны были отправить нам союзники. Должны были? Должны были, совершенно верно. Что произошло дальше? Значит, дальше очень интересная тоже история. Во-первых, действительно собрали, как говорится, посылку. Посылку собрали, никто ничего не говорит. Начали грузить. Начались забастовки докеров американских. Да. Малоизвестный факт, но это было так. Причем они так и говорили: вот мы не будем грузить, потому что мы знаем, что это идет против, значит, наших братьев, пролетариев Советской России, мы отказываемся грузить транспорты. Значит, эта задержка стоила где-то, наверное, месяца в общей сложности. Наконец погрузили. Отправили эти теплоходы в Японию через Тихий океан. Значит, соответственно, идет это все с западного побережья Соединенных Штатов, идут поставки. Приплывают они в Японию, теплоходы, Колчака уже нет. Все, потому что займ был заключен в октябре, через месяц, в ноябре, уже Омск пал. Еще через месяца полтора Колчак уже арестован и в Иркутске. Уже, в общем-то, и некому эти танки, некому эти винтовки, некому эти патроны давать. Вот. А золото уже ушло. И вот такая вот сделка получается у нас. Поэтому с точки зрения чисто юридической схемы, в принципе, да, можно, наверное, говорить о возможности востребования вот этого золота. Поскольку условия поставки, которые были оговорены в договоре, не были соблюдены до конца, да, но для этого, наверное, я не знаю, может быть, но, видимо, это нужно сделать, да, какая-то вот юридическая должна быть обоснованность того, что российское правительство Колчака и наше, допустим, нынешнее российское правительство, это в какой-то степени, ну, если не правопреемник, да, потому что правопреемник там советское правительство, но в какой-то степени какой-то тоже, вот, условно говоря, есть здесь, есть некая юридическая связь. А известна вообще судьба? Вот что могло, хотя бы что могло случиться с этим онкольным счетом? Это золото там до сих пор где-то лежит у них? Это золото до сих пор лежит. Лежит в Йокогама Соши-банке. И вот буквально периодически возникают там в средствах массовой информации там сообщения о том, что вот нашли там банки. Ну, может быть, это не Йокогама Соши сейчас уже называется, по-моему, это просто преемники его, токийские банки. Вот нашли там, значит, золотые монеты, слитки там с двуглавым орлом. Ну, вот это оно и есть. Это вот оно там и лежит. Золото Колчака. А то, которое на дне Байкала, если оно там есть? Которое на дне Байкала, ну, я здесь не знаю, вот честно говоря. Может быть, конечно, вдруг там что-то и найдется когда-нибудь. Может быть, это будет не золото Колчака, может, это будет золото там, не знаю кого, вот, какого-нибудь другого местного там деятеля. Но на самом деле, вот если посмотреть тот эшелон золотой, который вот ушел из Омска до Иркутска, непосредственно с Колчаком, потому что вышло два эшелона. В первом эшелоне шел сам верховный правитель с конвоем, и второе, это эшелон золотой, там, если не ошибаюсь, 25 или 26 вагонов было. Весь золотой запас уместился. И шли уже к Иркутску. То есть Иркутск был объявлен столицей новой. Вот прошли через Красноярск, дошли до Нижнеудинска. И вот Нижнеудинск это был, так сказать, роковой рубеж для Колчака, и для его эшелона, и для золотого эшелона тоже. Как известно, произошло то, что Колчак, конвой от него ушел. Он дал согласие, хотя ему предлагали уйти в Монголию, он дал согласие на то, что он все-таки перейдет под защиту союзных держав, пересадил
посадили его в вагон там с 5 флагами иностранными, вот, и его свиту, так что они там буквально в коридоре там уже лежали вообще. Очень много было вместе с ним людей, вот ближайшее окружение, Темирева в том числе, вот, и их уже к Иркутску повезли. А вот этот золотой эшелон, он остался. И он остался под контролем чехов, с одной стороны, а с другой стороны местных восставших красных партизан и гарнизонов сибирских, которые перешли на сторону советской власти. И стали его тоже отправлять к Иркутску, потому что уже заранее было известно, что этот эшелон, скорее всего, вот почти 100%, он будет возвращен в Советскую Россию. И командование 5-й армии, сразу, значит, узнав о том, что золотой эшелон попал вот, к политцентру, попал вот к этим партизанам, оно сразу заявило, что не дай бог, что пропадет. Будете отвечать по всей строгости революционного закона. Значит, доводите этот эшелон до Иркутска, а там мы уже примем по описи, посмотрим, сколько там у вас чего осталось. Так вот, когда они проезжали на участке на перегоне от Нижнеудинска к Иркутску, там такая станция Тыреть, в общем-то, есть достаточно интересное название. Вот. Тыреть. Да. И вот там, значит, вышли из тайги тайшетские партизаны. И тайшетские партизаны, значит, там местный исполком совета, Нижнеудинск в том числе, вот, так сказать, в этом тоже, видимо, участвовал, они там собрали митинг и говорили, вот тут, мол, золото везут, а надо его раздать трудовому народу. Ну как же так вот, бедные, несчастные там сибиряки, вот, лишенные возможности, значит, получить какую-то там прибавку к жалованию, да, вот надо это сделать. Но это был митинг, это был пока только митинг. Но когда вот уже стали смотреть целость, сохранность пломб, и вагонов в том числе, обнаружили, что порядка 13 ящиков с золотом вот в районе этой самой станции были украдены из одного вагона. Вот. И пломбы были сбиты с этого вагона, и ящики эти ушли. Охрана была смешанная, русско-чешская. Вот. Кто там конкретно, так сказать, дал добро на то, чтобы эти 13 ящиков ушли в тайгу, это именно в тайгу они ушли, потому что, ну, может быть, к партизанам, может быть, еще где-то, может быть, я не знаю, зарыли их там под какой-нибудь сосной под кедровой, да, вот. Ну, в общем, неизвестна их судьба. Вот это был единственной потерей золотого запаса, который шел от Омска к Иркутску. Вот. То есть никакого колчаковского золота в Байкале искать смысла? В Байкале, наверное, пока смысла мы не видим. Трудно там что-то найти. Но я еще раз отмечаю, что, конечно, может быть, что-то такое там и могло произойти в плане, допустим, того, что вот семеновские, там же Семенов был, да? Вот, семеновские вот эти вот деятели, которые вот тот еще золотой запас перехватывали, который Колчак отправлял во Владивосток, первый вот этот транш золотого запаса, может, они там его каким-то образом еще и уронили в Байкал. Может быть, действительно, вот это там есть. То есть золотоискателям терять надежды пока не стоит? Я думаю, нет. Ну и заканчивая наше интервью, давайте поговорим о последних днях жизни Александра Васильевича. Что о них известно? Я читал о том, что, вот, например, историк Чайковский сомневается в официальной версии расстрела на берегу Ангары. Он пишет, что она выдумана, и его место упокоения, грубо говоря, последнее, да, стоит искать в иркутской тюрьме. Известно ли, как закончилась жизнь адмирала Колчака? Ну, опять же, что здесь должны иметь в виду? Мы должны иметь в виду, прежде всего, то, что трупов не найдено. Ни Колчака, ни Пепеляева. Хотя есть легенда якобы о том, что вот весной, когда уже вскрылись реки, вскрылась Ангара, вынесла на берег где-то там в 50-100 километрах от Иркутска, вынесла на берег Ангары вот эти два тела, то есть Колчака и Пепеляева. И местные крестьяне их где-то похоронили. Где их похоронили, могила неизвестна. Вот, значит, вроде как вот это вот первая версия. Ну, таким образом, она как бы совпадает с тем, что его действительно расстреляли на берегу реки Ушаковки, а там уже дальше, собственно, вот эти трупы снесло течением, и они вот потом были найдены. А другая версия, вот в пользу того, что это был именно расстрел в тюрьме, в тюремном дворе, несколько свидетельств, которые тоже эту версию косвенно или там прямо подтверждают. Но прямо в общем-то, нет, потому что прямо-то как раз вот свидетельства такие все-таки, что это был расстрел на берегу реки. А косвенные свидетельства о том, что вот якобы были слышны там выстрелы. И вот последний, кстати, документ, который вот сейчас вот придет из архива Колчака, там в том числе
описывается, вот, свидетельство сохранилось, что тоже вот в пользу того, что он был расстрелян во дворе тюрьмы. Чисто логически предположить, может быть, тоже это можно, потому что, ну, зачем везти там куда-то далеко, когда можно прямо вот в тюремном дворе все это сделать, эту экзекуцию провести, да, какой смысл там везти к реке и расстреливать там. Вот, поэтому вот мы пока тут сказать ничего не можем стопроцентно определенного. Ну, может быть, в какой-то степени это тоже напоминает ситуацию с останками царской семьи, да, вот. Подлинные, не подлинные. А здесь-то вообще даже мы трупов не знаем, где там Колчак, где Пепеляев, где они похоронены. Поэтому, наверное, вот эта версия, она будет еще сосуществовать. Эти версии будут обоюдны. Именно с тем, что он был расстрелян вместе с Пепеляевым на берегу Ушаковки. То есть вот версия о расстреле в тюремном дворе. А ведь расследованием о гибели царской семьи занималась комиссия Колчака, как конечно, раз. Конечно. Именно вот она-то, следователь Соколов судебный, очень профессионал, такой высокого ранга, чиновник, очень опытный. Вот, он и искал, и почти нашел. Вот надо сказать, что все-таки то, что он потом уже издал вот эту книгу в Париже, Соколов исходил из того, что с большой долей вероятности это было убийство всей семьи вообще. То есть не спасся никто. Это к вопросу о том, почему в эмиграции появлялись потом самозванцы. Анастасии, Алексеи, да. Вот, якобы чудом спасшиеся. Мультик даже диснеевский был про Анастасию. Ну, конечно, да. Второй момент — это то, что очень возможно, что это носило характер ритуального убийства. Вот тут уже Соколова немножко начало уводить в сторону, потому что он опирался на, в частности, вот там знаки, там, которые были написаны на стене. Вот в этом он видел некую такую символику ритуального сатанистскую какую-то или что? Да, именно так. Вы понимаете, еще при всем высочайшем профессионализме Соколов не был чужд, вот, и даже, может быть, не сам он, насколько генерал Дитерикс, который возглавлял тоже эту комиссию, они не были чужды вот этих вот на тот момент популярных идей о том, что может быть и какой-то вот мистический смысл во всех этих событиях. То есть вообще были очень верующие люди, вот, особенно Дитерикс, и он вот как раз его замечательная книга есть «Убийство царской семьи», вот он прямо эту версию там четко совершенно проводит, что это могло носить характер такого ритуального убийства. Но вот опять же, если бы были найдены вот эти останки, а Соколов в принципе шел по этому маршруту, вот этот вот поросенка флок, условно говоря, но Соколова сбили с толку свидетельства очевидцев, таких вот, ну, условных там очевидцев, потому что непосредственно самих-то исполнителей расстрела он же не смог захватить, да, вот, которые утверждали на то, что в шахтах трупы. И вот они шахты обыскивали, рыли все. Там было буквально, вот, я не знаю, ну, ковровым вот способом. Они там вот, каждый квадратный метр земли они исследовали. Но продержись там, условно говоря, белая власть еще там 2-3 месяца, наверное, они вышли бы и на поросенка флок тоже. Потому что в распоряжении этой комиссии Колчак предоставил, ну, все, что можно было. И вагон им отдельный дал. И все следственные какие-то там дела нужно было делать, все им предоставил. И там команду этих саперов, которые там копали, перекапывали землю, он им тоже все это дал. То есть здесь условия для розыска тел были созданы на тот момент, ну, самые идеальные. Тут другой момент еще интересен. Зачем вообще Колчак это стал делать? Да, вот не будучи таким убежденным монархистом. Вот, именно. А здесь вот уже скорее такой юридический подтекст. Почему? Потому что можно ли вообще вот говорить о том, что он верховный правитель России, если кто-то действительно остался в живых? Потому что официальная версия в советской прессе, в советской печати была та, что расстрелян Николай II, а семья уведена там в какое-то надежное место. Поэтому, может быть, наследник жив. Может быть, там Михаил Александрович жив, Романов. Это же тоже вот не было известно. Унгерн, барон, который вот провозгласил в 21 году, что он восстанавливает власть Михаила Александровича Романова. И знамя вышел даже с вензелем, там, М. Михаил. В честь которого отрекся, собственно, Николай. Да, да, именно. Это вот реальные претенденты на престол. Поэтому надо найти доказательства того, что либо погибли все, либо кто-то остался в живых. И тогда уже, вот исходя из этого, можно решать вопрос о претенденте там, на престол, можно решать о том, что восстановится или нет в России монархия. Это и для иммиграции
коммуникации было тоже очень важно, потому что когда вот Кирилл Владимирович, великий князь, он провозгласил себя вот как раз местоблюстителем российского престола, то это тоже в контексте того, что не были найдены останки царской семьи, очень у многих это вызывало такое негативное отношение, что чуть не акт самозванства даже. Самый Кирилл Владимирович, который первый пришел в Государственную Думу, да, в феврале 17-го? Начальник гвардейского экипажа, да. Вот. На самом деле, все-таки вот мы должны иметь в виду, что специфика вот тогдашних условий, работы, наверное, подводила как раз Колчака к мысли о том, что он временный верховный правитель. И в любом случае, если и будут потом выборы, кстати, как раз Колчаком был утвержден законопроект о выборах в новое национальное учительное собрание, потому что старое учительное собрание, он абсолютно его не собирался признавать, он говорил, что это никудышное собрание, пропели интернационал и разогнал их матрос. Караул устал. Да, что это за собрание такое, которое так легко разогнать? Значит, надо новые выборы проводить. Вот. И вот по этим новым выборам там предполагалось, что за исключением большевиков и левых эсеров остальные партии будут участвовать, но будет уже не пропорциональная, а мажоритарная система выборов, более понятная считалась для народа простого. Вот. И по этой системе будет создано вот это собрание национальное учительное, и уж оно точно уж решит, какой там в России будет политический строй. То есть не как там господин Керенский там, 1 сентября 1917 года объявил Россию республикой. Да, и не как там потом учительное собрание, по сути, подтвердило тоже это так, а все будет заново. Все будет заново, и вот к этому моменту уже, вот когда это произойдет, может быть, через год, там планировали где-то примерно в 2020 году это может случиться, в случае победоносного для белых окончания войны, вот тогда уже, может быть, и комиссия Соколова установит, наконец, вот этот факт, кто убит, а кто жив. И, может быть, найдется действительно кто-то из дома Романовых. Тот же самый Михаил Александрович, который, логично, следуя его, так сказать, вот этому тексту отказа от принятия престола, сможет эти свои права на престол предъявить. Где было написано, что до созыва учредительного собрания. Совершенно верно, да. Вот так. Хорошо, спасибо вам большое. Это была замечательная беседа. Сегодня в программе «Час пик» был историк Василий Цветков. Спасибо большое. Спасибо.